Всем привет! Сегодня хочу показать ленточное кружево. Оно мне очень понравилось. И я связала из разных ниток. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем 2 накида. Вводим крючок в первую петлю и вытягиваем петлю. Теперь провязываем 1 раз, провязываем 2 раза и провязываем 3 раза. Получаем вот такое колечко. Теперь набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь 2 накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 5-ю петлю вытягиваем петлю, провязываем 2 вместе 1, 2 вместе 2 и 2 вместе 3. Получаем второе колечко. Получается колечко, 4 воздушные и колечко. Опять набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 цепочка из 9 воздушных петель. Теперь 2 накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 5-ю петлю вводим крючок, вытягиваем петлю. 1, 2 и 3 раза провязали. Получили колечко. И так до нужной вам длины. Сколько вам длина нужна, вот до нужной длины вам. Теперь провязываем 1, 2, 3. 3 петли. Делаем накид. Вытягиваем петлю 1, накид, вытягиваем петлю 2, накид, вытягиваем петлю 3. Провязываем все вместе. Одну эту оставляем. Еще раз вместе. Теперь делаем накид. Вводим крючок вот сюда. Вытягиваем петлю и провязываем все вместе. Еще раз накид. Снова вот сюда. Вытягиваем петлю и провязываем все 3 вместе. И 3-й раз накид. Вытягиваем петлю и провязываем все 3 вместе. Получился у нас вот такой уголочек. Теперь делаем накид. Вытягиваем петлю 1, накид 2, накид 3, провязываем вместе и теперь вместе. Делаем накид и вот сюда вытягиваем одну петлю и провязываем все 3 вместе. 1 раз, накид, вытягиваем петлю, провязываем вместе 2 раза. 1 накид, вытягиваем петлю, провязываем все 3 вместе 3 раза. Получили 2 пышных столбика вот с такими уголочками. Делаем накид, вытягиваем одну петлю, накид 2 петли, накид 3 петли. 3 вытянутые. Все вытянутые провязываем вместе и провязываем эти 2 вместе. Теперь делаем накид, вводим крючок вот сюда между, вот тут. Вытягиваем петлю, провязываем все 3 вместе. Накид, вытягиваем петлю, все 3 вместе. Накид, вытягиваем петлю,
все 3 вместе. Получился уголочек. Теперь у нас 3 пышных столбика. Делаем 4. Накид, вытягиваем 1 петлю, накид, вытягиваем 2 петлю, накид, вытягиваем 3 петлю. Провязываем все вытянутые петли и провязываем 2 вместе. Делаем накид и вот сюда между, вот сюда вытягиваем петлю и провязываем все 3 вместе. Делаем накид, вытягиваем петлю, провязываем все 3 вместе. Это 2 раз. И 3 раз. Накид, вытягиваем петлю, провязываем все 3 вместе. 3 раз. У нас получился 1 столбик, вот это 3 воздушные петли. Теперь 3 вытянутые воздушные, уголок и вот так 4 раза. Теперь делаем 2 накида, 2 или 1. Я в этом случае, вот здесь я делала 2 накида. Вот здесь я делала 1 накид. И здесь я делала 10 воздушных петель, вот тут вот 10. А здесь я делала 9. Тут она получается ближе, а тут получается немножко дальше. Теперь берем 1 накид, вот сюда же в это же колечко вытягиваем петлю, провязываем 2 вместе и еще раз 2 вместе. И теперь накид, теперь во 2 колечко, следующее колечко, вытягиваем петлю, провязываем 2 вместе и провязываем 2 вместе. Делаем накид, вытягиваем петлю, накид, 2 вытянутая, накид и 3 вытянутая. Связать вместе вытянутые петли и связать вместе 2. Теперь вот здесь вот между вытягиваем, делаем накид и вытягиваем 1 петлю. Провязываем 3 вместе. Делаем накид и вытягиваем 2 петлю. Провязываем вместе. Накид, вытягиваем петлю и провязываем все 3 вместе. И также 4 столбика. Делаем накид, вытягиваем 1, вытягиваем 2, вытягиваем 3. Связать вместе все 3 вытянутые, связать 2 вместе, накид и вот тут между вытягиваем 1 петлю, провязываем все 3 вместе. Накид, вытягиваем еще 1 петлю, 3 вместе. Накид, вытягиваем петлю, 3 вместе. Накид, вытягиваем 1, накид, вытягиваем 2, накид, вытягиваем 3. Провязать все 3 вытянутые вместе и провязать 2 вместе. У нас получилось 3 воздушных столбика, 3 пышных столбика. Накид, вытягиваем 1, накид, вытягиваем 2, накид, вытягиваем 3. Все вытянутые провязать вместе и 2 петли вместе. Теперь делаем накид и вот здесь между вытягиваем 1 петлю. Вот. Вытягиваем 1 петлю, провязываем все 3 вместе. Накид, вытягиваем 1 петлю, все вместе. Накид, вытягиваем петлю, все 3 вместе. И 4 воздушный столбик. И 4 пышный столбик. 1, 2, 3 вытянутые петли. Протягиваем нитку и 2 петли вместе. Теперь делаем вот этот накид
И вот тут между 1 провязать все вместе. Накид, сюда же вытянуть петлю, провязать все 3 вместе. Накид, сюда же вытягиваем одну петлю, 3 вместе. Теперь делаем накид и делаем столбик с одним накидом. Провязать один раз и провязать второй раз. И так мы делаем до конца. Всегда 4 пышных столбика, и над каждым пышным столбиком вот такой вот треугольничек получается. Так вяжем до конца. Вот я довязала до конца. Теперь в конце, теперь вот здесь в самом конце я не делаю столбик с одним накидом, а продолжаю еще 4 вот таких пышных столбика делать. Накид одну вытянуть, накид вторую вытянуть, накид третью. Все вытянутые вместе и 2 вместе. Теперь вот здесь между делаем накид, вытягиваем одну петлю, все 3 вместе. Накид, вытягиваем одну петлю и все 3 вместе. Накид, вытягиваем третью петлю и все 3 вместе. Делаем еще 3 столбика пышных. Делаем накид, вытягиваем одну петлю, делаем накид, вытягиваем вторую петлю, делаем накид, вытягиваем третью петлю. Связать все вместе вытянутые петли и провязать 2 вместе. Теперь между этими 2 пышными столбиками делаем накид, между 2 пышными столбиками вытягиваем одну петлю и провязываем все 3 вместе. Накид, между пышными столбиками вытянули петлю и провязали все вместе. И третий раз. И еще один пышный столбик. Делаем накид, вытягиваем одну петлю, накид вторую петлю, накид третью петлю, провязываем все вытянутые петли вместе и 2 петли вместе. Делаем накид, между 2 пышными столбиками вводим крючок и вытягиваем петлю. Провязать все 3 вместе. Накид, вытянуть петлю, провязать все 3 вместе. Накид, вытянуть петлю, провязать все 3 вместе. Теперь у нас получилось тут 4 пышных столбика и тут пышные столбики. Делаем накид, сюда же в это кольцо делаем столбик с одним накидом. Все, у нас готов один. Теперь делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. 1 раз и 2 раза. Делаем накид, вытягиваем одну петлю, накид, вторую петлю, накид, третью петлю. Провязываем все вытянутые петли вместе и провязываем 2 петли вместе. Теперь между этим столбиком с одним накидом и пышным столбиком делаем накид и между отсюда вытягиваем одну петлю, провязываем все 3 вместе. Второй раз накид, вытягиваем петлю, 3 вместе. Накид, вытягиваем петлю и все 3 вместе. И так мы продолжаем дальше. Вот я дошла до конца. Вот у нас получается 4 пышных столбика. Вот здесь идет для подъема 3 петли. 4 пышных столбика. Над каждым пышным столбиком провязываем вот эти. И
Так дальше. Потом пошли по второму кругу. И вот здесь мы сейчас заканчиваем. Вот я провязала 4 пышных столбика и здесь 4 пышных столбика. Теперь мы соединяем, это у нас в конце, соединяем вот здесь, где мы делали петли для подъема. Вот сюда. И соединяем. И получается вот так вот. Вот это изнаночная сторона, это лицевая. Вот здесь можно сделать 10 воздушных петель, вот здесь. Тогда она будет чуть подлиннее, как вот здесь. Вот здесь у меня 10 воздушных петель. Если у меня нитка сейчас толстая, если нитка потоньше, то можно вытягивать 4 или 5, когда даже и 6 вытянутых петель делать. Вот еще вот с такой я связала, вот так она получается. Эта нитка вообще мне очень нравится. Это тоже мне ее дали уже давно-давно. И я вот сейчас вот на ней попробовала. Она тоже как будто с глянцем какая-то такая. Не глянец, а как сказать... Даже не знаю, как это сказать. Очень мне нравится. Вот это тоже такой же был моток. Тоже такая же бобинка была. И в ней тоже 100 грамм, но я тоже не знаю, с чего она, какая она. Как я уже сказала, это мне эти нитки мне поотдавали. Мне она нравится вот так вот. Ну, узор, ну, не знаю, может быть и не совсем четкий. Я не знаю, но я вот попробовала и решил тоже показать, чтобы вы были в курсе, с каких ниток, как вот все выглядит. Насчет магазинов, я не знаю, где у кого какие магазины. Я вот по своему сказала, где что я купила, где что мне дали, где я что приобретала. В общем, вот это ХБ, вот это две эти одинаковые. И вот это вот от этой. А это просто самая простая акриловая пряжа. Вот теперь смотрите, какая из них лучше. Все один узор и разные нитки. Конечно, зависит от того, вот это, например, просто акриль, конечно, она больше смотрится. Это сама по себе нитка толстая, вот так смотрится. Эта нитка вон тоненькая такая, и вот это, они уже одинаково смотрятся почти что. Даже это чуть-чуть, может, и меньше. В общем, смотрите сами. Она сильно разницы не видно, но есть, конечно, в размере разница, конечно, будет. Куда применить? Я их вязала для того, чтобы... У меня всегда проблема, когда мы готовим на праздничные столы, ставлю горячие блюда, и у меня всегда проблема, что нужно что-то подставить. И поэтому, почему я и начала вязать вот эти все салфетки, у меня изначально была идея их как подставки под горячее. И эти салфетки, когда я вязала, у меня была изначально идея под тарелки их ставить. Но тогда, конечно, нужно использовать не такую нитку, а вот такие или хлопчатобумажные, или вот такую, но не вот эти. И желательно, я уже смотрела, приглядывалась для мочалок вот эти нитки. Джут или как он там называется. Даже я смотрела, есть уже цветные такие эти, это джут или, я не могу сейчас точно сказать как. Ну вот как вот мешковина вот это раньше была, вот эти нитки есть цветные. Но они там такие малюсенькие, и там не знаю, сколько надо, чтобы
это связать. В общем, я обошла все магазины и ничего не нашла. А вот для мочалок вот эти нитки я нигде не нашла. Я уже и на Алиэкспрессе смотрела, пока я не нашла ничего, а в магазинах у нас точно этого нету. Поэтому я бы хотела на них попробовать, из этих ниток попробовать, как для мочалок. Но пока нет у меня этих ниток, нет возможности. Вот я что смогла, показала. Ну, а вы уж решаете, нужно вам это, не нужно, куда еще можно применить. Тут идей много. Да, и много у меня спрашивали, куда я эти салфетки вязала. Я объяснила вообще, почему я их вязала. Ну и если вам что-то понравилось или вам это пригодилось, я буду рада, что вам это пригодилось. Если вам это было полезно, если вам это понравилось, напишите, куда бы вы еще могли применить. Я решила ее с вами поделиться. Всем пока, до скорых встреч!